Привет, друзья! Привет! Мы находимся в Петербурге, на Петроградской стороне, в одном из наших любимых жилых комплексов, жилой комплекс «Ботаника». И сегодня мы покажем вам реализованный по проекту нашей дизайн-студии интерьер. Это квартира площадью 135 квадратных метров. И сейчас мы вам покажем очень много приемов и наших находок для того, чтобы добиться вот такого вот цельного дизайнерского пространства в квартире. И начнем мы с этой залитой светом гостиной. Квартира состоит из объединенной кухни-гостиной, прачечной, мастер-спальни с отдельным гардеробом. К мастер-спальне присоединен балкон, который выполняет функцию кабинета. Также в квартире есть две детские комнаты с отдельным гардеробом каждая, основной санузел и гостевой санузел с душевой. Изначально застройщикам была предложена не очень удачная планировка кухни-гостиной. В кухне-гостиной есть эркер, и он отделялся от кухни-гостиной стеной с довольно таким небольшим проемом, в результате чего мы получали довольно длинное и темное помещение, с которым было не очень понятно, что делать, поскольку нужная функция никак не помещалась у нас здесь. Нам требовалось разместить кинотеатр, зону гостиной, также столовую и кухню с барной стойкой. И благодаря тому, что мы объединили эркер и гостиную, мы получили довольно светлое помещение. Теперь здесь много света, даже сегодня в пасмурный день. Плюс мы получили дополнительное пространство, которое сейчас располагается за кухней, для того, чтобы разместить прачечную, хозяйственную комнату, пылесосы, сушильный шкаф и так далее. Все-таки у хозяев квартиры 3 детей, и хозяйственная комната очень важна. Мы всегда стараемся думать о том, чтобы в интерьере все функциональные зоны присутствовали, а не только красота и простое украшательство. Когда я общаюсь с продавцами домашних кинотеатров, с какими-то компаниями, которые занимаются домашними кинотеатрами профессионально, они обычно рекомендуют экраны для кинотеатра, выдвижные с потолка или стационарные экраны. Они это обосновывают тем, что, дескать, там какая-то правильная отражающая способность, зернистость этой поверхности и так далее. Но на самом деле мы довольно часто применяем очень простую технологию. Мы создаем просто ровную крашеную стену, и это является отличным экраном для домашнего кинотеатра. Здесь также стоит короткофокусный проектор, который не нужно вешать на потолок, он просто стоит и создает яркую, лазерную, классную картинку. Этот способ, по-моему, гораздо проще и удобнее, чтобы вам не занижать потолок, ничего туда не интегрировать, и плюс сэкономить денег. Мы выделили зону под кухню, отдельная зона в кухне-гостиной. Здесь другое напольное покрытие, уже более практичное, это керамогранит все-таки. Это кухня с барной стойкой, здесь есть все необходимое для готовки, при этом она компактная, небольшая. И очень интересные здесь фасады, обратите внимание. Если вы думаете, что это фрезерованный массив какой-то дорогущий, это вообще не так. Это просто шпанированный фасад, на который наклеены такие отдельные реечки. В результате он смотрится, как будто бы это фрезеровка, массив, но при этом эта штука практичная, его никогда не поведет вертолетом. Он будет красиво, благородно и ровно выглядеть всегда. К тому же эта поверхность фрезерованная, она повторяется у нас в гостиной, в зоне кинотеатра, что так объединяет это помещение очень здорово, через какую-то такую единую поверхность и цвет. Здесь вообще ограниченная цветовая палитра в этой квартире, поэтому смотрится все очень цельно. Вообще рекомендую ограничивать себя в цветовой палитре и в жилье, и в одежде, и, знаете, в салоне автомобиля, наверное, тоже. А сейчас я расскажу про приборы кухонные, которые здесь есть. Собственно, это холодильник, большой и красивый. Далее, у нас здесь встроенный СВЧ, духовка и, заметьте, тоже решение, 2 посудомоечные машины. Спросите, почему 2? Потому что, когда у вас много детей, одной вам будет недостаточно. Это 100%. Но при этом, если, например, вы сейчас просто позавтракали, а дети, например, на отдыхе, то можете использовать одну, экономить электричество и, наверное, воду. Задумаемся об экологии. Столешница и фартук выполнены в кварцевом агломерате. Это, самый, наверное, практичный, износостойкий, вообще неубиваемый материал. Можно на этой стойке, наверное, танцевать в каблуках, ничего с ней не произойдет.
Поэтому, если вы хотите выбрать вообще самый практичный материал, берите агломерат и не думайте ни о чем другом. До этого я вам говорил про кладовку, которая находится у нас за кухней. Вот, собственно, эта дверь ведет в кладовку. Ну, просто примите на веру. Вот. Значит, чем это удобно? У вас вся хозяйственная зона здесь, все одновременно находится здесь. Моющие средства, там средства для уборки, там что-то для кухни. Там же, кстати, находится морозилка. Вот. И тут вот, собственно, такая вот хозяйственная большая зона в итоге получилась. Но при этом все эстетично, отделено, ничего лишнего вы в зоне кухни-гостиной не увидите. Все спрятано за дверь. В этой квартире на стенах использован скрытый плинтус. Это такое же современное решение, как парящий плинтус, но оно требует большей аккуратности строителей, потому что стены должны быть идеально ровные. На него также нанесена декоративная штукатурка, но мы наносили штукатурку немного другого состава, более дорогую, потому что она моющаяся. Потому что сюда подходит и пылесос, и швабра, и так далее. И, конечно же, там она должна быть более износостойкая. Изначально мы планировали использовать здесь бра, оригинальные, дорогущие, английские, из керамики. И так получилось, что стоили они настолько дорого, что купить их не представлялось возможным уже в рамках этого бюджета. И, соответственно, мы просто позвали керамистов, людей, которые вручную изготовили подобные светильники. И могу сказать, что получилось классно, при этом это совершенно ничего зазорного. То есть это не реплика китайская, это не какой-то дурацкий фейк, подделка. Это действительно авторская, нормальная работа, которая заслуживает уважения и красиво смотрится на вашей стене. В этой квартире мы используем палитру из нескольких материалов, и все они с отсылкой к природе. Большинство из них натуральные природные материалы, как, например, деревянные рейки, как штукатурка, которая имитирует какую-то природную неидеальность, вот эти мотивы ваби-саби. Это не просто там белое полотно, это какие-то интересные наплывы, та самая концепция, что в природе нет ничего идеального. И в присоединенном эркере на окнах мы использовали вместо тяжелых театральных штор в продолжении нашей природной концепции деревянные жалюзи. Это бамбук, такой очень легкий, светлый материал. Он как раз очень хорошо дружит с дубом на кухне, на стене, продолжает эту цветовую концепцию. И, конечно же, это очень стильно смотрится. Потому что вот картинка, проходящий свет, получаем такой графичный, красивый эффект. И, конечно же, мы это все сделали на электронном управлении. То есть мы нажимаем на пульте кнопочку, и все поднимается вверх, и окно полностью открыто, и мы видим вот эту красивую панораму. У меня есть видео про прогулку на Петроградке, и мы там рассказывали как раз вот про этот институт, это ЛТ. И это, конечно, для меня это прямая ассоциация с Гарри Поттером, вот с его этим замком, где они там учились. Вот, видеть, конечно, Петроградку потрясающий. Потолок в квартире выглядит очень простым, но там на самом деле скрыты сложнейшие инженерные решения. Здесь приточно-вытяжная вентиляция с канальным кондиционированием, увлажнением. Это современная управляемая система, по сути, управления климатом в квартире. При этом потолок у нас здесь не очень сильно упал. Мы за счет плоских воздуховодов умудрились сделать, в общем-то, довольно высокий потолок. При том, что здесь вот интегрированные щелевые решетки, к ним ведут воздуховоды, в комнате свежо, хорошо. То есть полное управление климатом. Причем, как мы это делаем? Вот когда мы создаем планировку в самом начале проекта, перед тем, как делать визуализации, перед тем, как вообще что-либо в дизайне разрабатывать, мы эту планировку отправляем инженерам по вентиляции. И вместе с ними проектируем все воздуховоды, все опуски, чтобы в дальнейшем в квартире были нормальные потолки, и каждая вент-машина была на своем месте. Не где-нибудь над шкафом, а в удобной какой-нибудь кладовой, открываемый люк, обслуживание и так далее. Это тоже должно быть практично. Здесь мы применили интересное решение, чтобы создать какой-то акцент на этой белой стене, чтобы она была не такой скучной, интересной и перекликалась с другими элементами в этой комнате. Здесь вот такие вот гипсовые канилюры, такие нишки, причем заканчиваются они радиусом. И как это сделать, это была целая история. Это вообще не просто, это не строители, это люди, которые занимаются гипсом. То есть эта вещь была изготовлена индивидуально, сюда привезена и интегрирована буквально в эту гипсокартонную конструкцию. Одна из основных задач дизайнера – это избавить заказчика от головной боли,
То есть правильно распределить бюджет на реализацию проекта, сделать вещи рациональными. То есть то, что рационально реализовать как дорогую вещь, возможно, стоит реализовать как дорогую вещь. Но там, где можно сэкономить, дизайнер обязан экономить. Призываю вас, дизайнеры. Выразительности в спальне мы добились очень простыми средствами. Здесь для стены использован вот такой вот глубокий серо-коричневый цвет с какими-то там оттенками кофе. И на этом глубоком фоне вот такой вот интересный гипсовый рельеф. Это сразу же делает пространство уникальным на самом деле, как-то успокаивает и рождает какие-то далекие интересные ассоциации о других планетах. За изголовьем кровати мы сделали шпанированную панель. Это не просто равнодушная ровная панель, это такая вот объемная, симметричная композиция. Это шпон натурального дуба, матовый, очень приятный, с такой живой текстурой. Плюс эта панель очень классно именно по цвету сочетается с глубоким, вот этим вот глубоким цветом стен. Обратите внимание, насколько это классно, контрастно, при этом успокаивающе выглядит. Вы знаете, кстати, что шпон бывает натуральный, бывает искусственный. Вот натуральный используют часто в отделке, когда у нас какие-то дорогие отделочные материалы, интересный там классный ремонт. А искусственный шпон обычно используется в офисной мебели, такого самого бюджетного варианта. И в чем его отличие? Искусственный шпон, он, по сути, нарисован, и там рисунок постоянно повторяется. Но когда вы используете натуральный шпон, то каждый завиток вот этого рисунка, каждое вот это панно, оно будет индивидуальным и единственным в своем роде. Вот это главное преимущество, что в природе нет ничего повторяющегося. В природе все индивидуально и несовершенно. По поводу вот этого объема за изголовьем кровати. У нас там находится гардеробная, но не все так просто. Мы всегда наш дизайн-проект начинаем с планировочного решения. Мы делаем на основе нашего опыта многолетнего. Мы делаем несколько вариантов, сравниваем, какой из них лучше оптимизирует ваши площади, какой из них больше подходит под ваш стиль жизни. Мы их сравниваем, обсуждаем с заказчиками, выводим финальный вариант, потом этот финальный вариант еще раз прорабатываем и получаем вот идеальное решение, которое мы уже потом прорабатываем в объем планировочной форме в эскизах. Так вот, вот этот объем за кроватью делится на два объема внутри. Комната большая, и она использовалась бы нерационально. То есть у нас была бы кровать, которая визуально становилась бы еще меньше в огромной спальне, поэтому перед ней и так много места. Поэтому за кроватью мы сделали два объема. В один из них мы попадаем из спальни, а во второй мы попадаем из детской. И так мы сделали скрытые функциональные гардеробные. Мы избавились полностью от вот этого завешивания вещами. У нас все аккуратненько там сложно, и в принципе там можно даже не соблюдать порядок, он весь спрятан за дверью. И то же самое в детской комнате. Поэтому планировка, я считаю, это одна из самых важных вещей в вашей будущей квартире. Это по сути как скелет человека, на который уже потом мы надеваем жизненно важные органы и внешность. Но скелет — это самое важное, чтобы все работало правильно, например, как в этой квартире. Эта спальня многофункциональная. Мы присоединили к ней балкон, который теперь является удобным кабинетом. Причем этот балкон за раздвижной дверью, которая по сути является шумоизолирующей, поэтому если даже здесь кто-то спит, то работать там вполне возможно, и даже разговаривать этого особо слышно не будет. В спальне для большего уюта на окнах мы используем уже не деревянные жалюзи, а шторы из природного текстиля. Также текстиль в двух цветах используется у нас на покрывале кровати. То есть все цвета, материалы перетекают со стен на мебель, на пол и так далее. Пол у нас тоже деревянный. Это инженерная доска, натуральный дуб. То есть здесь все материалы с отсылкой к природе, к спокойствию. И это прям очень сильно наполняет. Основная ванна решена в мягкой гамме, как и остальная квартира. Здесь керамогранит, который напоминает декоративную штукатурку, которую мы используем в квартире.
Здесь те же панели под дерево используются и элементы графики черного цвета. Очень интересно, мягко смотрится мозаика, когда она из того же керамогранита, что и стены. Так же, как в гостевом санузле, здесь используется этот прием. С подсветкой смотрится достаточно интересно. Заказчики не захотели использовать в этой ванной стеклянную перегородку. Это скорее из соображений безопасности, потому что дети маленькие и всякое может быть. Поэтому здесь использована вот такая вот текстильная штора, которую мы спрятали в нишу в потолке. В детских комнатах, я считаю, самое главное – это функционал. Поэтому сколько бы вы ни декорировали детскую комнату, сколько бы вы ни украшали, все-таки прежде всего на первое место всегда выйдет удобство. Потому что современные дети – это множество занятий, кружков, учебы, очень плотный график, и будет буквально некогда раскладывать вещи там по своим местам и так далее. Все должно быть удобно, функционально, быстро. Мы обычно стараемся прислушаться к заказчикам, берем подробное техническое задание, узнаем о детях максимум и делаем такие детские комнаты, чтобы они соответствовали образу жизни. В этой детской комнате все просто. Здесь такая кровать-домик, комод для вещей, отдельная, достаточно просторная, удобная гардеробная за вот этой вот дверью. Почему она за дверью? Потому что в ней может быть не всегда порядок, но комната смотрится опрятно. Также спортивный уголок и место для учебы. Это, собственно, все, что нужно. Ребенку здесь удобно, хорошо. Здесь его отдельный мир. Это вторая детская, в которой также есть все необходимое. Она интересна тем, что мы частично в этой детской использовали пространство взрослой спальни для того, чтобы создать вот такую удобную детскую гардеробную и рабочее место для ребенка, чтобы у нас вообще появилось это место в этой комнате. Также здесь есть кровать-домик. Кровати-домики почему-то очень нравятся детям. Комод для вещей, и, собственно, пространство для игры. Гостевой санузел, он же мужской санузел. Он такой более строгий, более серый и графичный. И такой же функциональный, как и вся остальная квартира. Мы придумали здесь нишу в душевой, которая скрыта от входа таким образом, чтобы не видно было, что там стоит. Исключаем определенный визуальный шум в этом санузле. За фрезерованной панелью над унитазом находится сантехнический коллектор и полочки, скрытые полочки для хранения. Также, чтобы не было никакого визуального шума. Здесь на самом деле очень много предметов одновременно стоит, но мы здесь ничего лишнего не видим. Вот сейчас я облокачиваюсь на эту стену, и она прямо ощутимо теплая. Она даже, как будто бы горячая. Соответственно, это наша такая любимая альтернатива полотенцесушителю, когда просто висят два крючка, и стена под ними теплая. Достаточно практично, при этом эстетично для минимализма, чтобы здесь не было никаких дополнительных непонятных предметов. Без декора здесь тоже не обошлось, мозаика здесь присутствует. Она выполнена из того же самого керамогранита, что и стены, поэтому выглядит сдержанно, но очень гармонично и уместно. Прихожая задает тон остальной квартире, она тоже простая, функциональная и очень гармоничная в этом своем амплуа. Когда вы заходите в квартиру, здесь вас сразу же встречает вешалка с такой 3D-панелью и удобной тумбой для обуви. Дальше идет одежный шкаф, закрытый, чтобы не было никакого бардака. И вот здесь один такой пенал с боковым доступом для хозяйственного хранения и очень интересного размещения робота-пылесоса. Вот обратите внимание, какой на самом деле огромный блок док-станции у робота-пылесоса. И для того, чтобы он не стоял, не занимал место вот таким вот отдельным непонятным монументом, мы придумали закрыть его фасадом, но фасадом на определенную высоту, для того, чтобы сам робот-пылесос мог выезжать на уборку. Вот это интересные авторские светильники. Мы заказали их у керамиста взамен дорогущих серийных светильников какого-то, по-моему, британского производства, которые было просто невозможно купить.
За эти светильники заплачены небольшие деньги, но это действительно авторская, классная, индивидуальная вещь. Стены прихожей покрыты практичной декоративной штукатуркой, ее не так просто испачкать, и она очень хорошо моется. При этом поверхность стены живая, она такая вот немножко неоднородная, и за счет этого создается очень приятное такое дышащее состояние. Эта квартира – пример того, как при небольшом наборе выразительных средств можно добиться максимальной выразительности. Достаточно ограничить цветовую палитру, палитру материалов и на этом грамотно сыграть. При этом это позволяет и сэкономить бюджет, и добиться высокого, красивого результата. Но я практически на 100% уверен, что вот такой легкости добиться не так просто, и обязательно это нужно все нарисовать. То есть обязательно должен быть проект, потому что если вы будете заниматься импровизацией, очень большая вероятность, что это все будет просто какие-то разрозненные элементы. Здесь как-то все очень цельно. Само собой. Именно за счет проекта, потому что это все нарисовано как, вот, по сути, как картина. Это продукт работы дизайнеров, художников. И, конечно же, это именно о оформлении, я не говорю про инженерных системах, которые тоже здесь очень хорошо проработаны, продуманы, и нам есть чем гордиться, я считаю. Согласен. И самое главное, что сюда нас пригласили заказчики, то есть они тоже очень довольны. Да, заказчики довольны, потому что иначе они бы нас просто сюда не пустили. Ну, так не бывает. Вот. Немногие просто об этом думают, но вот на самом деле это реально так. Это вот получается наша заслуга, что нас не выгоняют после нашей работы, а приглашают в гости. Друзья, на этом на сегодня все. Переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. Обращайтесь в нашу дизайн-студию за классными, крутыми проектами. Мы обязательно будем их делать для вас, чтобы преобразить вашу жизнь. И, конечно же, поддержите это видео лайком, подписки, ну, все как обычно. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. Пока.